Трагическая история пожара на французском океанском лайнере «Атлантик». «Атлантик» – французский океанский лайнер, принадлежащий компании Compagnie de Navigation Sat Atlantique, дочерней компании Compagnie Generale Transatlantique. Когда он был построен в 1931 году, он был самым большим, самым быстрым и самым роскошным океанским лайнером на маршруте между Европой и Южной Америкой. Его карьера была прервана пожаром в 1933 году, который выпотрошил большую часть корабля и унес жизни 19 членов экипажа. В 1936 году он был списан в Шотландии. Компания Ateliers et Chantiers de Saint-Nazaire-Penhaud построила «Атлантик» в Сен-Назере. Его киль был заложен 28 ноября 1928 года. Он был спущен на воду 15 апреля 1930 года и завершен 7 сентября 1931 года. Общая длина корабля составляла 223 метра, а из-за мелководья Рио-де-ла-Плата ему дали осадку всего 9 метров и необычно широкую ширину в то время 28 метров. Необычно для своего времени, он был разработан с очень небольшой выпуклостью и прогибом. Главными двигателями корабля были 4 комплекта паровых турбин тройного расширения, приводившие в движение 4 гребных винта. Он развивал в общей сложности 45 тысяч лошадиных сил на валу и придавал ей скорость 21 узел, 39 км в час. «Атлантик» имел койки для 1238 пассажиров, из которых 488 были в первом классе, 88 во втором классе и 662 в третьем классе, а также 663 члена экипажа. Все ее каюты первого и второго класса были внешними каютами с иллюминатором. Необычно то, что на корабле был трап шириной до 20 футов 6 метров, идущий по всей длине каждой из его пассажирских палуб. В центре корабля высотой в 3 палубы было фойе. Внутреннее убранство корабля в основном выполнено в стиле ар-деко. Мебель была разработана художником Альбертом Беснаром и архитектором Пьером Пату, одним из основателей стиля ар-деко, вместе с господами Рогени и Майяром. Украшения в основном были сделаны из стекла, мрамора и различных пород дерева, что создавало более сдержанную атмосферу, чем на других кораблях этой компании, таких как Иль-де-Франс. «Атлантик» совершила свой первый рейс с 29 сентября по 31 октября 1931 года. Его размер, скорость и роскошь превышали уровень спроса между Европой и Южной Америкой, и он редко был полностью забронирован. Он полагался на существенную субсидию от французского правительства. В 1932 году высота его воронок была увеличена на 16,5 футов 5 метров. 4 января 1933 года во время путешествия между Бордо и Гавром для постановки в сухой док и ремонта корабля загорелся примерно в 25 милях, 40 километров, от Гернси. Предполагалось, что пожар начался в каюте первого класса и был обнаружен экипажем корабля около 3 часов 30 минут. Огонь быстро распространился, погибли 19 членов экипажа. Рано утром капитан корабля Рене Шуфс приказал экипажу из 200 человек покинуть корабль. Одна из первых спущенных на воду спасательных шлюпок была потеряна, когда оборвались веревки, по которым ее спускали с шлюпбалок. 7 или 8 членов экипажа упали с него в море и утонули. Беспроводное сообщение о бедствии с корабля достигло баз ВМС Франции в Бресте и Шербуре. 4 грузовых корабля в этом районе пошли на помощь. В одном сообщении говорится, что теплоход Гамбург Америка Лайн Рур спас часть выжившего экипажа. Другой утверждает, что голландский пароход Ахиллес спас последнюю команду, покинувшую корабль, включая мужчин, которые находились в воде. В другом отчете говорится, что Томас Генри Уилмот из Сандерленда, первый офицер угольщика Форт Касл, руководил спасательной шлюпкой, которая со значительным риском шла рядом с горящим лайнером, чтобы подобрать выживших, которых пропустили другие спасательные корабли. За это французское министерство торгового флота наградило его медалью «Савитаж», а владельцы «Атлантики» подарили ему золотые часы.
Огонь погнул некоторые листы корпуса «Атлантик». К вечеру он накренился на 20 градусов по левому борту. Он дрейфовал на северо-восток, и 5 января он подошел в пределах 3 морских миль, 5,6 километра, от острова Портленд на английском побережье. 9 буксиров отбуксировали горящий корабль в Шербур. Операция длилась 30 часов, в течение которых несколько буксиров были повреждены. Компания The New York Times заявила, что 5 января военно-морское министерство Франции выступило с заявлением, в котором говорится, что корабль считается полностью потерянным. Фактически пожар не был потушен до 8 января, и судьба корабля не решалась еще 3 года. После того, как пожар был потушен, в нижней части корабля были обнаружены тела 5 членов его экипажа, только 2 удалось опознать. Огонь выпотрошил его жилые помещения от палубы A до палубы F, его пластины погнулись выше ватерлинии, но его двигатели и котельные были относительно не повреждены. Его владельцы хотели, чтобы судно было списано как полная потеря, но ее страховщики утверждали, что он не подлежит экономическому ремонту. Халк остался в Шербуре, пока была назначена комиссия экспертов, которая получила смету ремонта от судостроителей. В конце концов андеррайтеры согласились, что «Атлантик» не подлежит экономическому ремонту. Они заплатили компании The Navigation Sat Atlantic сумму, эквивалентную $6,8 миллиона США или 2 миллиона фунтов стерлингов за убытки. В феврале 1936 года «Атлантик» был продан на металлолом и отбуксирован в порт Глазго, где в марте компания Смита и Хьюстона начала его разборку. Его владельцы использовали ее страховое возмещение, чтобы заказать меньшее, но более быстрое судно на замену «Пастур», которое было спущено на воду в 1938 году и завершено в 1939 году. «Атлантик» был одним из 5 французских океанских лайнеров, уничтоженных пожаром за десятилетия. 4 из этих лайнеров принадлежали одной компании. В мае 1932 года теплоход Месаджорес Maritime Джорджес Филиппа сгорел и затонул во время своего первого рейса, в результате чего погибло 54 человека. Пожар на борту «Атлантик» произошел только 8 месяцев спустя. В 1935 году французское правительство ответило новыми правилами. Использование дерева в уязвимых местах, таких как лестницы и лифтовые шахты, было запрещено. Ковры и тканевые гобелены пришлось обрабатывать антипиренами. Экипажи должны быть обучены тушению пожаров, а любое судно водоизмещением более 15 тысяч тонн должно иметь 3 профессиональных пожарных. Несмотря на новые правила, пожаров стало больше. В мае 1938 года судно Lafayette компании Company General Transatlantic сгорел в сухом доке в Гавре. В апреле 1939 года парижское судно Company General Transatlantic загорелось и перевернулось, также в Гавре. А в феврале 1942 года флагманский корабль Company General Transatlantic в Нормандии загорелся и перевернулся в Нью-Йорке, когда его переоборудовали в военный корабль.